Татьяна Анатольевна, кем вы? Заткнись, Шура! Пусть они умоются. Чем попало. Почему, как вы думаете, звезд в мужском одиночном катании нет? Мне это дофиния. Какая главная награда для тренера? Нагоняй приличный. Вы получили премию ТЭФИ. У нас за вторые места увольняли. Микуша? Я считаю, это подсудное дело. А вы что, не согласны? В карте место. То есть Все. все, да? Все. Всем привет! Всем привет! С вами Лина Федорова, и прямо сейчас мы направляемся к одному из самых известных людей в мировом фигурном катании, к Татьяне Анатольевне Тарасовой. Цветочки уже готовы. Честно говоря, немножко нервничаю, но надеюсь, все будет круто. Здравствуйте! Шура. Микуша? Шурик! Он сейчас сожрет меня. В вашей книге я прочитала о том, что уже с 6 лет вы действительно были самостоятельным ребенком, и на тренировках никто из родителей, на ваших тренировках, не присутствовал. Нет, это было чудно, действительно, потому что в то время детей провожали и были с ними. Их с нами была тетя Мила Пахомова и мама. Вот. Но мои родители работали, и со мной никто не был на тренировках. Ни бабушки, я с няней я не хотела ходить. Я ходила себе и ходила. Я сама шнуровалась, сама одевалась, сама раздевалась, сама шла обратно. Мы жили недалеко, мы жили на Соколе, и я ехала только на трамвае. И я сначала, когда занималась в Мариной роще, да, вот там надо было доехать до Белорусской, перейти большую дорогу, сесть на автобус, ехать на автобусе, потом перейти опять дорогу и уже попасть в парк, где мы катались. А здесь ничего не надо было. Здесь просто сел на трамвай, езжай, и прям приедешь к дому. Можете сказать, что вот, допустим, вот той поддержки со стороны родителей вам не хватало в то время? Нет, я этого не могу сказать. Я 6 лет ходила сама. Какой мне не хватало поддержки? Меня отдали, я хожу. В какой момент к вам пришло осознание того, что на лед в статусе именно спортсменки вы уже не выйдете? И вот в тот момент, как вы поняли, что что-то нужно делать дальше? Это не я поняла, это понял отец. Я-то не поняла. Я металась и была в тяжелом состоянии, хотела под трамвай, под троллейбус или еще подо что-нибудь. Но все это было некрасиво, я считала, что мама расстроится. Да, но, в общем, так сказать, это папа сказал, что собирайся, иди помогать своим коллегам, иди работать некому. Вот это правда некому как-то было работать. Работать некому, выходи на лед и старайся совершенствоваться, старайся помогать и начни свою трудовую деятельность. Мне было 19 лет, и я очень благодарна ему за то, что я начала эту трудовую деятельность 19 лет. Больше я уже оттуда никуда не рыпалась. Я знаю, что был установлен памятник, и вы, естественно, присутствовали на том торжественном, скажем так, открытии. Как это было? Можете рассказать? Кто был? Как люди это восприняли? Как это было? Вы имеете в виду памятник, который в ЦСКА стоит? Да. Да. Великому тренеру. Это работа Жора Фарангуляна. Да, он его долго лепил, и я так благодарна руководству армии за то, что они разрешили это делать, за то, что они дали министру обороны, за то, что они дали это место историческое. На этом месте папа остановил. Шур, прекрати! Остановил Третьяка и сказал ему: молодой человек, вы можете приходить на тренировку, из вас, мне кажется, что-то получится.
Вот, и по этой дорожке каждый день ходил папа на работу. И Жора лепил, и лепил с меня. Много в этой позе я застывала, мне было очень лестно. И не было больше, я бы сказала, у меня такого дня в моей жизни, когда бы вот я была так собой довольна и довольна тем, что я сделала это. В память, мы да? все в этом участвовали, да, но, в общем-то, и вот память об отце открыть настоящий памятник. И сейчас, конечно, я немножко волнуюсь, потому что ЦСКА реставрируется, и ЦСКА там много будут ломать. И боюсь даже себе представить, что что-то кому-то не угодит и памятник. Татьяна Анатольевна, мы знаем, что у вас есть прекрасная коллекция черепашек. И мы бы хотели вам подарить вот такую вот прекрасную черепашку из янтаря. Спасибо. Что она пополнит вам вашу коллекцию и понравится. Ну, Шур, ну смотри. Шур, смотри нам, что подарили, Шура. Смотри. Прекрасно. Расскажите, пожалуйста, каким был тот Леша Ягудин, который пришел к вам в группу и сумел, ну, безусловно, завоевать не одно сердце, включая ваше? Не могу, конечно, про него эту песню спеть. Каким ты был, таким ты и остался. Ну, конечно, поменялся. Но многое не поменялось. Я всегда его любила. И когда он пришел, и когда он ушел. И он хороший человек. И он надежный человек. Так не кажется про него. Я люблю его всякую увлеченность. Люблю его, когда он берется вот такие вот книги читать американские по продаже недвижимости и изучает их с большим интересом там в течение года или двух. Я понимаю, когда он их изучит, я куплю хорошую квартиру. Был некий прессинг, оказывался на Лешу еще в статусе спортсмена, даже со стороны федерации, да, когда ему прямым текстом говорили, что ты не сможешь. Мне это до фени. Как вы поддерживали спортсмена, вот, да, которому оказывали... Ну, мы договорились, почему я его должна была не поддерживать. Я должна была верить каким-то придуркам из федерации, которые говорили ему, что он закончится. Ну, я же немножко знаю свою профессию, я понимаю, кого я беру. И что я могу с этим парнем сделать? Остальное мне вообще все не интересует меня. Кто что сказал? Сказал, мазал, да. Много нервов потрепали, потому что никогда русский судья не ставил даже близко к Жене. Всегда ставил вторым. Я считаю, это подсудное дело. Пусть это будет на совести тех людей, которые судили и которые давали такие распоряжения. Я их все равно, может, победил. Поэтому я думаю, пусть они умоются. Чем попало. Очень хочется поговорить про ваш дуэт. Наталью Бестемьянову и Андрея Букина. Безусловно, пару самобытную, вы ее сами такой называли. И ни для кого не секрет, что эта пара была одним из ваших самых любимых дуэтов. Ну, верно? Я так не могу сказать. У меня были все любимые, у меня были до этого Моисеева с Миненковым. Да, конечно. Вот, и они были, конечно, самые любимые, потому что они были первые. Они были первые, они были уникальные. Никто, кроме них, с тех пор не катался так пронзительно тонко, как катались они. И никто так не передавал музыку, и ни у кого не было таких рук, таких кистей и такого драматического таланта, как было у этой пары, о чем мы не сразу догадывались, потому что про драматический талант мы тогда еще, как говорится, не слыхали. Вот, но, конечно, это был восторг каждый день ходить на тренировку, каждый день сталкиваться. Лицезреть, да, это? Сталкиваться с каким-то чудом, с тем, что ты преподаешь, и вот у тебя прям в руках
Вот у тебя это получается. Вот это, знаете, любимое слово Никиты Михалкова. Получается. Вот это получается. Сначала ходишь как балбес, а потом у тебя начинает получаться. И вот это получается. И вот это получалось. Получалось. И уже начались соревнования. И на соревнованиях это тоже получилось. И дальше соревнования, чемпионаты. И из маленьких соревнований, чемпионатов в Москве выросли огромные соревнования чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Это получалось. Я приехала в таком невменяемом состоянии, не помню, как прошли годы. Я приехала в таком невменяемом состоянии и говорю: папа, мы вторые на Олимпийских играх. Только что, я вообще не знаю, пускали ли нас на открытый лед. Скорее всего, что не пускали, я все плакала. Как я сейчас. Получается, папа, моя пара, Моисей Минков, мы стали вторые. Первые Пахомова, Горшков, а мы вторые. Мы обыграли всех американцев, всех канадцев. Это моя пара, они с юношеского разряда. Папа сказал: знаешь, дочку, нас за вторые места увольняли. Поэтому сразу как-то слезы, умиление такого, да. Но мы приехали королями. Боже, я прошу прощения, Татьяна Анатольевна, просто, я не знаю, так слышать это прекрасно. Да, слышать это от вас, еще это все вживую, я не могу, извините меня, пожалуйста. Ну, видите, на это тоже надо было время отвести, пока вы будете плакать. Простите. Татьяна Анатольевна, вот возвращаясь к нашим временам, да, есть ли сейчас такие танцевальные дуэты, которых вы можете выделить и сказать: действительно получается, наши дуэты? Есть ли вот те пары, от которых у вас прямо дух захватывает, когда вы смотрите их прокаты? Или пока не получается? Так бы, если были, так сразу бы сказала. А так как надо думать, что-то получается, что-то нет. Радуешься, когда что-то получается. Получается прокат, да, не получаются места. И, в общем, вот это не совпадение. Вот. Хорошо, а что касаемо дуэтов... Есть хорошие, но выдающиеся нет. Бывало, что от Пападакисов захватит дух. Не на каждом прокате. И не всегда. Но бывает, когда они попадают в свою волну, то бывает и захватит. На мой взгляд, вот после эры, да, Плющенко и Гудин, как таковых звезд в нашей... Заткнись, Шура! После эры Ягудин, Плющенко, как таковых звезд, зажегшихся в нашей сборной в мужском одиночном катании, нет. Почему, как вы думаете, так происходит? Стали хуже тренироваться? Или тренировать? Или что? Что изменилось? Не родились такие. То есть вы считаете, что это уникальнейшие просто люди? Ну, конечно. Нет, не из каждого человека можно сделать великого спортсмена, не из каждого. Максим Ковтун. Что сбило с пути этого талантливого, безусловно, его ничего парня? не сбивало, это его суть. Он не может идти до конца. Не может, но не каждый человек может идти до конца. Он себя жалеет. Он хочет, но не знает, что для этого нужно сделать. Когда ему тяжело, он не верит, что будет легче. Это все очень жалко его способности. Очень жалко. Но способность – это одно из качеств, которое обязательно должно сопровождать спортсмена. Характера нет. Нет, как тряпка.
только скандалить. Если слушаешься тренера, получится. Не слушаешься, ничего не получится. Дорогие друзья, у Татьяны Анатольевны день рождения. Поэтому, как мне кажется, самые теплые, самые лучшие слова в этот день как никогда греют душу. Поздравляйте ее в комментариях, и автор самого интересного, необычного получит вот такой вот замечательный конек с ее автографом. Хочется поговорить о вашем муже. Мне очень повезло в жизни, что я вышла замуж, и он меня взял, Вова, к себе в жены. Что я была 33 года замужем за великим человеком, за великим музыкантом, за редким умницей, талантливым педагогом, исполнителем совершенно гениальным. Ездила с ним по городам и весям. И в конце рапсодии или любого исполняемого им произведения вскакивали и ломали кресло. И у него был везде и всегда ошеломляющий успех и в Японии, и в Америке, и в Канаде, и во Франции, и где только мы с ним не были. И везде это было потрясающе. Человек, он был легкий, веселый. Ваш отец его очень любил, верно? Да, он мог заниматься 24 часа в сутки. Причем весело. Но мне, конечно, очень помогал. С музыкой очень помогал. Часто очень со мной не соглашался. И чаще помогал, но часто со мной не соглашался. Тяжело ли ужиться двум творческим людям в одной семье? Нет, совсем не тяжело. Почему должно тяжело быть ужиться? Потому что мы все-таки смотрим в одну сторону, любим друг друга и понимаем, зачем и как жить вместе, и какие у нас есть ценности, и как мы друг другу помогаем. И нам многое не надо объяснять, потому что мы творческие люди, и у нас одни и те же помыслы. Тем более мы педагоги. Мой дом в Америке был полон моими учениками, и Вова там был востребован. Я в его доме в Ганновере. Все, что я могла делать, я делала. Я могла только давать кушать. Занимались они, сами понимаете, без меня. Но все равно я дружу с ними по сей день, они меня обожают и помнят все, что я для них делала, и все. Когда у меня были деньги, я рассовывала им по всем карманчикам их. Милые мои прекрасные дети, которые стали все педагогами большими. Тяжело давалось вот расстояние, когда вы... Нет. Нет? Его практически не было. Сел да прилетел. Всегда ли получалось? Получалось, когда могло получаться. После соревнований в тот же час отлететь на 2 дня. Всегда можно было найти время. Когда хочешь, никогда не сложно. Часто вспоминаете? Конечно, вспоминаю, но не часто. Это нельзя сказать, что ты это забыл. Это же с тобой. И поэтому тебе совершенно не надо это вспоминать. Ты с этим встал и с этим лег. Тебе не надо вспоминать, в памяти копаться. Кто это у меня был 10 лет назад? Ты же все время с ним. Ты со всеми, со своими. С мамой, с сестрой, с папой. Ты их никуда не отпускаешь. Так же, как и они тебя, но ты их не отпускаешь больше. У меня, во всяком случае, так. Я не могу сказать, что через 10 лет делается легче. Легче не делается никогда. Но если ты с ними живешь и смотришь каждый день на их фотографии, которые вокруг тебя, тебе легче. Татьяна Анатольевна, вы очень тепло отзываетесь о свекрови. Да. Я ее очень уважала. И обожала ее, да, Илья Моисеевна Гершойк, да, милая моя Илечка.
талантливая труженица. Она прошла всю войну, была нейрохирургом, делала операции на голову. После, когда пришла с войны, родила Вову и никогда больше не вышла оперировать. Она переквалифицировалась, она была врачом-педиатром, прослужила всю оставшуюся жизнь. Любила Вову до полусмерти, любила и гоняла всех его друзей, любила музыку, многому меня научила, очень многому. Честная, прекрасная, очень мною любимая Иля. Абсолютно такая правильная. С ней из 90-летней можно было посоветоваться по любому вопросу. Меня все восхищало в ней. Татьяна Анатольевна, вы заговорили о восхищении, и не могу не вспомнить интервью, которое давал Максим Троньков относительно недавно. И в рейтинге топ-3 самых влиятельных людей в фигурном катании он назвал вас первым номером. Ну? Ну? Согласны ли вы с этим? А вы что, не согласны? Мы 100% согласны. Ну, я тоже. Кем вы сейчас себя больше ощущаете? Пенсионеркой я себя не ощущаю. Этого ни в коем случае не было в моем перечислении. Консультантом сборной, тренером или больше комментатором? Я бы ощущала себя лучше всего тренером. Потому что я тренер. Это моя профессия. Я это больше всего на свете люблю. И ничего я не люблю другое, так, как я люблю тренерскую работу. Но, к сожалению, я не то что жалуюсь, но я, к сожалению, не получила школу. Да. Да, и у меня нет льда, и я поэтому не могу быть тренером. Так бы я была тренером. Безусловно, я бы тренировала и пары, и одиночное катание. И танцы я бы тренировала. И жила бы прям припеваючи. Лицом бы в грязь не ударила. Во всяком случае. Комментатор я завишу. Я люблю профессии независимые. Угу. Я завишу от того, поставит меня комментировать или не поставит. Нравлюсь я своими комментариями руководителю или не нравлюсь. Я не могу зависеть от одного человека. Хоть миллионы людей будут говорить, что они меня ждут и любят, когда я о чем-то говорю. Еще кто у нас там остается? Тренер, специалист сборной. Специалист сборной, да, ну, конечно. Конечно, я могу и знаю. И все. Я знаю, смотрю, что я могла бы сказать каждому из этих юных дарований, которые катаются в сборной команде. Я могла бы сказать и как, и что, и, на мой взгляд, и так далее, что нужно. Могу за них радоваться, за парников. Тронькову благодарна, просто смотри-ка, меня на первое место поставил. Тем не менее, Татьяна Анатольевна, как так получилось? Я бы была рада, если бы я была тренер. Да, как так получилось, что у вас Я не буду уже про это даже говорить. Мне это уже не интересно. Уже все, да? Да, мне уже это не интересно. И тоже не интересно, если мне завтра не дадут каток и скажут, собирайте бригаду. Я бы собрала, да. Я думаю, что я бы не навредила советской власти плюс электрификации всей страны, да, я не навредила бы, нет. Я, может быть, помогла поскорее молодым тренерам встать на ноги. Возвращаясь непосредственно к вашей профессиональной, на данный момент деятельности, да, комментаторству. Я, кстати, комментаторство очень любила деятельность.
А можете, пожалуйста, рассказать, как это началось? Как получилось это так, началось что вы пришли спокойно к с Аней Дмитриевой. Это было. Аня же исключительный человек. И она меня встретила, когда вот как раз у меня не было вообще никакой работы. Вообще никакой. Я слонялась так, шла себе по улице Горького, гуляла, мороженое ела. Она говорит: ты что, Тарас, тут гуляешь-то? Свободное от работы время. Я говорю: делать нечего, вот и гуляю. Но говорит: нет, так не пойдет, делать нечего, давай выходи работать. Я говорю: куда выходить? Я говорю: меня не дают мне, вот я приехала уже 2 года, как мне не дают куда выйти работать после Ягудина, после этих всех. Да-да. Фейерверков. Она говорит: выходи ко мне работать, давайте с Васькой Соловьевым будете вдвоем на 2 вести. Я. Не важно, какой у нас там рейтинг, вы его поднимете, и у меня пока есть эта возможность на НТВ Плюсе, есть пока деньги, да, вот давайте мы это начнем. Давайте начнем комментировать соревнования. И так мы прошли до Олимпийских игр в Сочи. Я договорилась, с Первый канал меня просил, и я в последние 3 дня сказала: Константин Львович, я не могу, потому что я договорилась с НТВ Плюсом, я не могу комментировать. Он говорит: ты что, Таня, с тобой что-то заболело? Я говорю: нет, я не заболела. Я просто Ане Дмитриевой не могу сказать, что я вот такая тварь продалась. Я вот с ней уже, с Аней, 10 лет, я отработаю. И вот мы с Васей работали, еще с Аней жила вместе. Продолжая телевизионную тему, да, ваша непосредственная деятельность, комментирование, я помню, что после выступления на Олимпийских играх Жени Медведевой вы сказали такую фразу: «Я хочу, чтобы она выиграла». Расстроились, когда увидели итоговые результаты? Ну, как-то это не то слово. Расстроилась. Это не то слово, которое туда подходит. Половина народа была счастлива, половина народа плакала. Это уже большая победа нашего вида спорта. Все счастливы. И все несчастливы. Главное, что медаль у нас. Конечно. Вот и все. Татьяна Анатольевна, за тот эфир вы получили премию ТЭФИ. Нагоняй приличный. Почему? Если секрет. Не знаю почему. Ну, за что? Я не знаю за что. То есть просто как-то... Ну да, просто спокойно и просто мы бросились с моста. Это было неожиданно для всех. Так что мы получили. Помимо премии, да? Да-да. На телевидении понятно, какая награда, да? А какая главная награда для тренера? Самое главное, что ты понимаешь, что ты вот сделал все, что от тебя, что ты себе задумал. И что от тебя зависящее, ты сделал все. И он сделал все, что от него зависело. И больше уже тебя это не интересует. То есть все. Все, да? Все. Работа выполнена. Все. Результат достигнут. Нет, никто больше не радуется. Все. Никто в неменяемое состояние не впадает. Все. Ты-то так знал, что так должно быть. Вот оно случилось. Все, браво. До свидания. Ну вот и все на сегодня, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, не забывайте оставлять свои теплые слова поздравления в комментариях Татьяне Анатольевне Тарасовой. До следующего выпуска. Пока!